Здравствуйте, друзья! Эти кадры не фильм и не фантазия. Это наша реальность. Планета пылает, рушится, тонет и содрогается. Сегодня вы увидите, насколько хрупок мир, в котором мы живем. И предлагаю начать наш выпуск с Польши, где прошел мощный зимний шторм. Северные регионы Польши, включая город Слупск и весь Слупский повет, оказались в эпицентре мощного зимнего шторма, принесшего рекордные за последние годы снегопады. В связи с экстремальными погодными условиями Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил в регионе высший, третий уровень опасности, предупредив о приросте снежного покрова до 50-60 сантиметров всего за сутки. Интенсивные осадки сопровождались шквалистым ветром с порывами до 85 км в час, что привело к образованию высоких сугробов и сильным метелям, практически парализовавшим жизнь города. Дорожная ситуация в Слупске и его окрестностях достигла критической отметки. Только за первую половину понедельника в повете было зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Многие второстепенные и муниципальные дороги стали полностью непроездными. Общественный транспорт работает с огромными перебоями. Многие рейсы были отменены из-за невозможности подъезда к остановкам. Водителям разрешили самостоятельно принимать решения об остановке движения ради безопасности пассажиров. Службы по очистке города работают в круглосуточном режиме, однако расчистка осложняется непрекращающимся снегом и припаркованными автомобилями, которые буквально погребены под толстым слоем снега и порой незаметны. Помимо транспортного коллапса, власти предупреждают о риске отключений электроэнергии из-за налипания мокрого снега на линии электропередач. К утру 6 января интенсивность снегопадов начала снижаться, но на смену им пришло резкое похолодание с температурами до минус 19 градусов Цельсия. Это создает дополнительную угрозу образования гололедицы на нерасчищенных участках дорог. В столице Германии, Берлине, объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным отключением электроэнергии, вызванным преднамеренным поджогом. Диверсия, произошедшая рано утром в субботу, была направлена на кабельный мост через канал Тельтов вблизи газовой теплоэлектроцентрали Лихтерфельда. В результате атаки без света, тепла и интернета в условиях минусовых температур оказались около 45 тысяч домохозяйств и более 2000 коммерческих предприятий в юго-западных районах города, таких как Целлендорф, Вансе и Николасзе. Ответственность за нападение взяла на себя леворадикальная группировка «Вулкан», назвав свои действия актом самообороны против ископаемой энергетики и имперского образа жизни. В своем письме экстремисты цинично извинились перед небогатыми жителями, подчеркнув отсутствие симпатии к владельцам местных вилл. Сенатор внутренних дел Берлина Айрис Шпрангер официально ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило оперативно привлечь к ликвидации последствий подразделения Бундесвера, федеральную полицию и гуманитарные организации, такие как Красный Крест. Правящий бургомистр Кай Вегнер назвал инцидент террористическим актом, который поставил под угрозу жизни пациентов в больницах и пожилых людей. По состоянию на утро понедельника без электричества все еще остаются около 30 тысяч домохозяйств, а полное восстановление сети ожидается не ранее четверга, 8 января. Ситуация осложняется тем, что ремонт поврежденных высоковольтных кабелей требует положительных температур, тогда как в Берлине установились морозы и снегопад. Данный кризис подтвердил выводы Берлинского ревизионного суда от ноября 2025 года, который в своем годовом отчете признал городскую систему защиты от стихийных бедствий и катастроф недостаточно подготовленной к подобным масштабным вызовам. Резервных электрогенераторов нет, а на закупку новых резервных генераторов денег в бюджете не нашлось.
понедельник в индийском штате Ассам произошло землетрясение, магнитуда которого, по уточненным данным различных сейсмологических агентств, составила от 5,1 до 5,4. Подземные толчки были зафиксированы в 0 часов 17 минут по местному времени, а их эпицентр находился в округе Мори-Гаон, примерно в 76 километрах к северо-востоку от крупнейшего города штата Гувахати. Очаг залегал на глубине 50 километров, что обусловило широкую зону распространения колебаний. Толчки ощущались не только на всей территории Ассама и в соседнем штате Мегхалая, но и в прилегающих районах Бутана и Бангладеш. Несмотря на умеренную силу землетрясения, оно вызвало панику среди населения. Многие жители в страхе покидали свои дома в предрассветные часы. Управление по чрезвычайным ситуациям штата Ассам сообщило о нескольких пострадавших. Серьезных разрушений инфраструктуры зафиксировано не было, однако в ряде жилых построек на границе округов Нагаон и Мори-Гаон появились трещины. В понедельник провинция Пуэрто-Плата в Доминиканской республике столкнулась с разрушительными наводнениями, вызванными проливными дождями, которые начались еще в предрассветные часы. Причиной стихийного бедствия стала зона пониженного давления в сочетании с холодным фронтом. Это привело к выпадению аномального количества осадков по всей северной части страны. В самом городе Пуэрто-Плата и муниципалитете Сосуа вышедшие из берегов реки и ручьи затопили жилые кварталы, превратив улицы в стремительные потоки воды, и парализовали движение транспорта. Местные власти и Центр управления чрезвычайными ситуациями сообщают о подтоплении множества домов и повреждении инфраструктуры. В муниципалитете Луперон из-за размыва почвы рухнула стена, придавив автомобиль. Из-за экстремальных погодных условий в провинции были отменены все спортивные и массовые мероприятия. Проливные дожди затронули не только северное побережье, но и распространились на южные и восточные регионы, заставив метеослужбы выпустить ряд предупреждений о метеорологической опасности в 12 провинциях страны. Спасательные службы и подразделения гражданской обороны остаются в состоянии повышенной готовности, так как метеорологи прогнозируют сохранение нестабильной погоды с риском новых ливневых паводков в ближайшие сутки. В понедельник на популярном спортивном стадионе AJ Буркит Овал в Хайдельберге на северо-востоке Мельбурна внезапно образовалась гигантская воронка, вызвавшая серьезную обеспокоенность местных жителей и властей. Обрушение грунта произошло в заповеднике Бanyул Флетс Резерв на территории футбольного поля, которое также активно используется клубами по крикету и жителями для выгула собак. Изначально небольшое отверстие в земле стремительно расширилось к утру вторника, достигнув в диаметре около 12 метров. Полиция штата Виктория установила зону отчуждения и призвала граждан держаться подальше от опасного участка из-за риска дальнейшего расширения провала. Инцидент произошел непосредственно в зоне проведения масштабных подземных работ по строительству автомагистрали North East Link стоимостью $26 миллиардов. Две гигантские туннели-проходческие машины в настоящее время работают на глубине около 45 метров прямо под территорией заповедника. Местные жители выражают тревогу по поводу безопасности своих домов, напоминая о ранее высказанных опасениях относительно влияния туннеля на уровень грунтовых вод и стабильность почвы в этом районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако спортивное поле остается закрытым на неопределенный срок. Марокко продолжает бороться с разрушительными последствиями мощного атлантического шторма Фрэнсис, который в период с 4 по 5 января принес в королевство экстремальные осадки, ураганный ветер и обильные снегопады. Национальное метеоуправление ввело красный уровень опасности для провинций Агадир, Эссуэйру и Тарудант, где всего за сутки выпало аномальные 80-120 мм осадков. Проливные дожди вызвали внезапные наводнения и выход рек из берегов, что привело к размыву дорожного полотна и блокировке ключевых транспортных артерий в центральных и южных регионах страны. Ситуация осложняется ураганными порывами ветра, скорость которых в прибрежных районах и горах Атласа достигала 100-105 км в час, что привело к обрывам линий электропередач и повреждению жилых построек.
В высокогорных районах на высоте более 1200-1600 метров шторм сменился обильными снегопадами, прикрывшими горы слоем снега толщиной до 50 сантиметров, что отрезало доступ к ряду отдаленных деревень в провинциях Азиляль, Мидельт и Уарзазат. Несмотря на то, что обильные дожди помогли восполнить критически низкие запасы воды в водохранилищах после 7 лет рекордной засухи, текущий ущерб сельскому хозяйству оказался значительным. Затопленные плантации привели к резкому скачку цен на овощи на местных рынках. Власти призывают население к предельной осторожности, особенно в горных районах, так как сохраняется риск оползней и резкого понижения температуры ниже нуля. Ожидается, что погодные условия начнут постепенно стабилизироваться лишь к 8 января. В понедельник на остров Сиау в индонезийской провинции Северной Сулавеси обрушилось разрушительное внезапное наводнение. Трагедия произошла около 2:30 по местному времени в округе Ситаро после многочасовых экстремальных ливней, которые спровоцировали сход мощных потоков воды, грязи и камней со склонов вулкана Карангетанг. Основной удар стихии пришелся на деревню Баху в подрайоне Восточный Сиау. По последним данным поисково-спасательных служб на вечер понедельника число погибших возросло до 14 человек, хотя первоначально сообщалось о 6 жертвах. Среди погибших опознаны местные жители, а в списке пропавших без вести остаются от 3 до 8 человек. Не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Стихия полностью уничтожила более 5 домов и серьезно повредила десятки других построек. Около 108 человек лишились жилья и были эвакуированы. Мощные селевые потоки, несшие огромные валуны и стволы деревьев, парализовали транспортное сообщение и заблокировали ключевую дорогу между районами Восточный Сиау и Юго-Восточный Сиау. В настоящее время в пострадавшем регионе продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием военных, полиции и волонтеров. Однако работы осложняются сохраняющейся нестабильной погодой и риском повторных оползней. На город и округ Чиребон в провинции Западная Ява обрушились мощные наводнения, вызванные экстремальными ливнями, сопровождавшимися шквалистым ветром и грозами. Интенсивные осадки привели к выходу из берегов сразу нескольких рек, а также к прорыву речной насыпи в районе поселения Грин-Поминканг. Уровень воды в жилых кварталах стремительно поднялся, достигнув в наиболее пострадавших местах, таких как районы Мунду, Харджа-Мукти и Калиджага, отметки в 1 метр и выше. Стихийное бедствие парализовало транспортное сообщение в городе. Ключевые магистрали оказались затоплены. Ситуация вызвала панику среди местного населения. Сотрудники регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с подразделениями полиции и спецназа проводят масштабную операцию по эвакуации людей, заблокированных в своих домах. В районе Банджар-Вангунан затопленными остаются сотни жилых построек. Власти призывают жителей прибрежных зон к повышенной бдительности, так как сезон дождей в Индонезии в начале 2026 года сопровождается риском повторных паводков. В воскресенье в индонезийской деревне Ситуджоа-Батуа, расположенной в округе Лимапулух-Кота в Западной Суматре, произошло внезапное образование гигантской карстовой воронки прямо посреди рисового поля. Инцидент случился около 10 утра по местному времени. Местный фермер, находившийся рядом, занимался расчисткой травы на своем участке и вдруг услышал громкий гул и треск, после чего увидел, как пласты земли вместе с посевами начали стремительно уходить под землю. Первоначально диаметр ямы оценивался всего в 10 метров, но она продолжала расширяться, достигнув более 20 метров в диаметре и значительной глубины. Местные жители выражают серьезную обеспокоенность. Полиция оцепила опасный участок, запретив доступ граждан к месту обрушения. Власти направили официальный запрос в Министерство энергетики и минеральных ресурсов для проведения детального геологического исследования с целью определения точных причин возникновения провала и оценки рисков для близлежащих жилых домов. В результате инцидента никто из людей не пострадал. В городе Сюцзя, расположенном в провинции Сычуань на юго-западе Китая, с 28 декабря 2025 года продолжается необычный пожар на сельскохозяйственных угодьях.
После проведения первичного расследования и технических проверок муниципальные власти заявили, что инцидент не связан с повреждением или утечкой из действующих газопроводов, проходящих через этот регион. По официальной версии, причиной стали неразведанные или неглубоко залегающие природные запасы газа, которые начали просачиваться на поверхность через трещины в грунте. Местные жители, однако, выражают иную точку зрения, связывая происходящее с антропогенным фактором. По их мнению, к возникновению пожара могут быть причастны старые заброшенные буровые площадки, оставшиеся после геолого-разведочных работ прошлых десятилетий. Сельчане подозревают, что герметичность законсервированных скважин могла быть нарушена, что и привело к неконтролируемому выходу газа. Для определения более точной причины на место инцидента направлены специальные группы геологов, которые проводят дополнительные исследования. В Таганрогском заливе в Ростовской области спасли краснокнижного пеликана, оказавшегося в ледяном плену. Птица с поврежденным крылом долгое время обитала на озере в районе села Круглово, скрываясь в камышах, однако с приходом резких морозов не смогла улететь и вмерзла в лед. Первыми беду заметили местные жители, вышедшие на прогулку 2 января. Они обнаружили полностью обездвиженного пеликана. Неравнодушные жители освободили птицу из ледяного плена, перенесли в теплое помещение, отогрели и накормили, что помогло истощенному животному прийти в себя. Дальнейшую судьбу пернатого под контроль взяли инспекторы Росприроднадзора и специалисты парка птиц Малинки. Как сообщили представители парка, из-за травмы крыла пеликан не имел шансов на выживание в дикой природе зимой. После проведения необходимых ветеринарных обследований было принято решение о транспортировке птицы в парк Малинки, где для нее созданы все условия для реабилитации и постоянного проживания под присмотром орнитологов. Водохранилище Дрозды, расположенное на северо-западной окраине Минска, зимой вновь стало одним из главных мест зимовки водоплавающих птиц в белорусской столице. С наступлением морозных дней в январе на незамерзающих участках водоема сосредоточились стаи лебедей-шипунов и диких уток. Подобное явление экологи объясняют снижением миграционного инстинкта у пернатых. Из-за относительно мягких зим последних лет и наличия открытой воды птицы предпочитают оставаться в городе, где им легче добывать естественный корм в виде водорослей и донных организмов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.